В маленьком и, на первый взгляд, безмятежном городке Гринлейк, окруженном старинными соснами и прохладными утренними туманами, жила пожилая женщина по имени Иветта Моррис. Ее жизнь была простой, но наполненной любовью. Когда-то ее дом наполнялся смехом детей, ароматом свежего хлеба и теплом камина. У нее было 5 детей: Оуэн, Лия, Джейк, Сабрина и Тео. Она растила их в одиночку после смерти мужа, работала горничной, прачкой и поваром, бралась за любую работу, лишь бы обеспечить их едой, образованием и крышей над головой. Но годы, как незаметный вор, унесли ее силы. Ее когда-то крепкие руки дрожали, спина согнулась, а сердце страдало от одиночества. Все дети разъехались, завели семьи, занялись карьерой. Ивета осталась одна в том самом доме, который когда-то строился с любовью. Почти никто из детей не звонил, не писал и уж тем более не навещал ее. Единственной, кто по-настоящему проявлял заботу, была ее соседка Ханна. Молодая, учительница с добрым сердцем. Она приносила ей свежую выпечку, помогала убирать и часто просто приходила поговорить. «Миссис Моррис, вы не замерзли? Я только что испекла хлеб. Возьмите буханку». «Спасибо, милая. Ты, кажется, единственный человек, кто еще помнит, что я существую». Слабо улыбалась Иветта. Однажды, в особенно холодное утро, когда воздух был пропитан сыростью, раздался стук в дверь. На пороге стояли 3 ее детей — Оуэн, Сабрина и Джейк. Лица были серьезные, одежда деловая, глаза пустые. За их спинами стоял Тео, молча и с сомнением в глазах. «Мама, мы хотим поговорить», — начал Оуэн. «Ты больше не можешь жить одна. Мы нашли для тебя пансион, ухоженное место, врачи, забота. Это необходимо». «Пансион? Я не просила ни о чем. Это мой дом. Я не хочу никуда ехать», — ответила она, в ее голосе дрожала не только слабость, но и боль предательства. «Ты уже не можешь заботиться о себе», — холодно сказал Джейк. «А вы когда-нибудь пытались помочь? Хоть раз?» — горько усмехнулась она. «Не усложняй, мама», — отрезал Оуэн. «Если ты не согласишься добровольно, мы найдем другой способ». Несколько дней спустя дети вернулись. Они приехали не с сочувствием, с намерением. Ее схватили и вывезли из города. Машина петляла по заброшенным дорогам. И вот дом. Старая хижина в глухом лесу с прогнившими стенами и покосившейся крышей. Без электричества, без воды. «Ты не хотела в пансион? Оставайся здесь», — бросил Джейк. «Тут ты никому не помешаешь». Они оставили ей немного еды, старый плед и мобильный телефон без сигнала. Прошли дни. Ее одежда промокала от дождя, хлеб черствел, руки опухали от холода. Влага проникала в каждую щель хижины, и с каждым часом жизнь Иветты становилась все более невыносимой. Ее дыхание становилось прерывистым, а каждый вдох отдавался болью в груди. Каждый вечер она сидела, прижавшись к стене, и в ее памяти оживали картины давно прошедших лет. Она вспоминала, как держала за руку маленького Оуэна по дороге в начальную школу, как он смеялся, перебивая шаги, и спрашивал: «Ты всегда будешь рядом, мама?» И она, не раздумывая, отвечала: «Всегда, мой родной». Вспоминала, как Сабрина обнимала ее на ночь, прося рассказать еще одну сказку, и как Тео в слезах после кошмара прижимался к ней, шепча: «Ты самая лучшая мама». Она вспоминала даже те дни, когда ее руки были сильными, когда она одна таскала ведра с водой, стирала руками пеленки, вставала до рассвета, чтобы испечь хлеб, и ложилась за полночь, только когда все дети были сыты и укрыты. Теперь же, преданная и брошенная, она задавалась вопросом: стоила ли вся эта жизнь этих горьких мгновений одиночества, предательства и холода?
но в глубине души, несмотря ни на что, она продолжала любить своих детей. Даже теперь, когда она с трудом двигалась и ощущала, как ее тело предает ее, она все еще надеялась услышать стук в дверь. Хоть один, хоть кто-нибудь. На 5-й день ее тело почти перестало слушаться. Она упала у порога, глаза закрылись, сердце билось все слабее. Но в этот раз машина не приехала. Никто не появился. Никто не спас. Ее так и не нашли. Только через 2 недели охотники случайно обнаружили полуразложившееся тело женщины в покосившемся доме. Она умерла в одиночестве, в темноте и холоде, не дождавшись ни покаяния, ни прощения. Полиция начала расследование. Когда вскрылись детали, история потрясла город. Газеты, телевидение и весь интернет гремели. 5 детей заживо похоронили мать. Оуэна, Сабрину, Джейка и Тео вызвали на допрос. Тео признался во всем. Он рассказал, как сначала колебался, как не посмел пойти против воли брата, как молчал, когда надо было говорить. Суд над детьми Иветты Моррис стал громким. Общественное мнение требовало справедливости. Их признали виновными в преднамеренном оставлении беспомощного лица, приведшем к смерти. Оуэн, Джейк и Сабрина получили реальные тюремные сроки. Тео — условный срок и общественные работы за сотрудничество со следствием и искреннее раскаяние. Прах Иветты Моррис был похоронен в северной части кладбища, в скромной, почти забытой части, где ветви старых ив нависают над могилами, а ветер гоняет опавшие листья по узким дорожкам. Погода в тот день была серая, будто и сама природа скорбела о том, как закончилась ее жизнь. На ее могиле не было ни цветов, ни родных. Ни один из 5 детей не пришел проводить свою мать в последний путь. Только Ханна в черном пальто с дрожащими руками и потухшим взглядом подошла к надгробию. В руках она держала любимый букет цветов Иветты, как она когда-то рассказывала, вспоминая свою молодость. Ханна опустилась на колени, стряхнула сухие листья с плиты, на которой была выбита простая, но страшно правдивая надпись «Мать, преданная, но забытая». Она постояла в тишине, положила ладонь на холодный камень и, чувствуя, как слезы жгут глаза, прошептала: «Простите нас за все, за молчание, за равнодушие, за тех, кто должен был быть рядом, но отвернулся. Вы заслуживали любви и света, а получили только тьму, но я буду всегда вас помнить». История Иветты Моррис осталась в памяти людей как горькое напоминание. Любовь нельзя подменить удобством, а родителей — использовать. Некоторые дети достойны гордости, другие — суда. Но даже позднее раскаяние не спасает тех, кто слишком долго молчал. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.